Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. В сегодняшнем видео будем дорабатывать заводскую картофелесажалку на 2 рядка. Доработочки будут не очень большие. Поубираем всякие заусенцы, поменяем пальцы на дисках там, потому что очень большой люфт. Посмотрим там, в общем, чтобы все ровно стреляло, я имею в виду сошники. Подцепим высевной механизм для удобрений. То есть я его сниму своей мотоблочной сажалки, так как он уже там не нужен, потому что мотоблочной сажалкой я буду теперь сажать огород только у своего брата. Почему у брата? Потому что все огороды вокруг в один день пашутся, а заехать потом получается только можно через калитку или через соседний огород, через который, конечно же, никто вам не даст заехать, к примеру, тем же самым трактором. То есть мотоблок в данном случае выручает. Кстати, друзья, для тех, кто еще не определился с выбором данных сажалок, неважно, к мини-трактору там или к мотоблоку, я вам рекомендую зайти на YouTube канал, который называется «Мой мотоблок» с ведущей Анастасией. У них только что на канале вышло видео о том, какие бывают сажалки. Ссылочка на YouTube канал «Мой мотоблок» в описании под этим видео. Значит, друзья, перед тем, как приступить к доработкам данной картофелесажалки, я ее хочу протестировать. Я взял картошки обыкновенной. Вот. И сейчас засыплю в один из бункеров, сниму сошники, сниму диски. Вот. И проеду, ну, вот тут вот по двору, посмотрю на шаг высадки. В данной сажалке есть 3 режима выбора расстояния между клубнями. Какое оно? Ну, знаете, по одному видео одно говорят, по другому другое, а я хочу убедиться по факту. То есть сейчас оно будет наглядно видно, как ложится картошка вот так вот просто по земле. Так, ну и вот я уже увидел первый косяк. Значит, перебросил цепь на самую меньшую звезду, вот видите. И получается, что не хватает расстояния вот здесь вот для натяжения цепи хорошего. То есть сейчас я отрежу вот этот вот уголок. Отрежу его вот там вот снизу, вот так вот, и подниму выше, там сантиметра на 2, наверное. Потому что вниз прорезь слишком, получается низко, да, вот, а вверх недостаточно. Я думаю, это такой косяк, вот, просто приварили неправильно. Могу ошибаться, конечно, но сейчас мы это все поправим. Ну вот так вот, друзья, поднял там буквально сантиметр. И теперь смотрите. Ну то есть цепь уже хорошо натянута на самой меньшей звезде. В общем, засыпаем картофель и сейчас по очереди поездим здесь 3 раза. Сначала на самой меньшей звезде, то есть получается самое меньшее расстояние будет, потом среднее и самое большее. И померим потом, сколько же оно получается между клубнями. Ну вот так вот получилось. Пришлось мне там снизу ее подхватывать вручную, так как на твердой почве она раскатывается в стороны.
В общем, друзья, я ложил точно под ложечкой. Вот она выпала, и я точно под ложечкой ложил. И сейчас проверим расстояние. Напоминаю, что первый рядок — это самая меньшая звезда, средняя и самая большая. Итак, меряем самое меньшее расстояние. Значит, по центрам я вот так вот буду ложить. Сколько там? 23, 24. Ну, 23. Вот видите, закусывает. Смотреть нужно. 24. Короче, самая меньшая звезда 23-24 сантиметра. Теперь смотрим средний рядок, средняя звезда, среднее расстояние. Тоже по центрам. 27-28. 26-27. Здесь показывает 29. Значит, на средней звезде 27-28 сантиметров. Ну и пройдем на самую большую звезду. Крайний рядок. Самое большее расстояние между клубнями. Так, тоже по центрам. 28, 29, 30, 31, 30, 31, 30. Ну и подведем итоги из того, что я увидел. 23-24 сантиметра, 26-27 и 30-31 сантиметр между клубнями. Напишите мне, пожалуйста, на какое расстояние садили бы вы. На мой взгляд, ну я так думаю, сажать на среднем 26-27 сантиметров. Ну и вот видно, друзья, где жует. То есть вот такая вот картошка, видите, резанная. Сейчас вам покажу. Вот тоже следы. И с другой тоже. Вот здесь вот. В общем, друзья, здесь вот я решил, чтобы вот эти пластины не отрезать. Просто внутри у меня есть металл, там 1,5. И такие пластиночки просто внутри наварю, чтобы картошка плавно заходила в шахту, нигде не цеплялась. Дальше. Вот сюда вот. Здесь такие острые очень края. Ну, во-первых, здесь все буду шлифовать, то есть, чтобы не было острого, чтобы картошка не травмировалась. И вот тут вот вставлю две такие вот полосочки. Вот такая шина на 20. Она сюда идеально становится. Вот так вот. Ну, короче, аж туда, до низу. Потому что в этом районе картошки, получается, по 2 штуки берет. Вот в этом угольничке, треугольничке, да. И по 2 подает. Ну и сейчас я, друзья, сниму ведомый вал, чтобы установить вот такую вот звездочку. Вал тот, что транспортеры вращает. Эта звездочка я снял с моего мотоблока, вернее с моей картофелесажалки мотоблочной. Вот. Она приводит в движение высевной механизм для удобрений. Вот. Просто я не знаю как, но диаметр вот этой вот звезды втулки совпадает с диаметром на этих транспортерах. И по самих транспортерах. Вот такие они, только что по самих ложечках. Ложечки, вот здесь вот край, он очень острый. То есть, ну, буду смотреть по факту. Или запилю болгарочкой, чтобы не было острых углов. Или молоточком завальцую, чтобы была, ну, как бы окружность такая круглая, чтобы картошку не царапало. Ну и раздвинем на 60 сантиметров будет у нас междурядье, потому что сейчас с завода она стоит на 55. Да, еще один момент. Смотрите. Короче, бункер вот один. Он жестко стоит, то есть, ну, нигде ничего, здесь сварка, все нормально, а этот вот смотрите как. То есть вот и вот. Нету сварки. И, кстати, вот этот вот момент, тоже острый угол здесь. Вот это все нужно зачистить, чтобы ничего нигде не царапало картошку.
Обрезал я звездочку с мотоблочной картофелесажалки. И теперь она, смотрите, как сюда налазит. Ну, вроде бы, друзья, я рассчитывал, что у меня будет такая вот сажалка двухрядная. Значит, сейчас я здесь в 4 местах, наверное, прихвачу, отцентрирую, чтобы не закрыть вот это вот отверстие. Вот. Звездочка-то сниматься не будет ни в коем случае. Если что-нибудь нужно будет разобрать, то вот этот вот блок звездочек снимается в другую сторону. Вот так получилось. Красим и устанавливаем. Так, ну все, я установил. Значит, сначала сделал соосность по валу, потом уже позатягивал корпуса подшипников. И теперь от этой звезды, где-то вот здесь вот, у нас будет высевной механизм для удобрений. Вот настолько пораздвигал стремянки, по 2,5 сантиметра с обоих сторон. И тут вот на задней части, там где диски, тоже ведущий вал подвинул на самое последнее положение. Вот. И ведомый тоже. Так, ну и под дисках сделал я вот такие вот пальцы новые. Вот слева это заводской, справа это мой, то что я сделал. Заводской 14 миллиметров, мой 16. И смотрите, как заходит. В общем, плотненько-плотненько. Получается, зазор был 2 миллиметра. Вот в этой втулке на дисках. Ну и там сейчас тоже напильничком немножко пройдем. Я уже типа отдыхаю. А Санька... Короче, тут немножко нужно напильничком отверстие распилить. Потому что все отверстия здесь резаны плазменным резаком. Такие они немножко специфические. Конечно, я прислушиваюсь к вашим комментариям, дельные советы некоторые из вас дают. Вот, и я пытаюсь все это дело внедрить, так сказать, или воплотить в жизнь данной сажалки. Установил втулочки сюда, где пружины. Как раз пошли, чтобы здесь резьбу не терло. Теперь классно. Там с той стороны тоже. Потом с Александром Николаевичем усилили чашечки сами. Вот эти ложечки, потому что некоторые из вас писали, что они слабо приварены и их сгинает. Сделал вот такие вот упоры, приварил под каждую чашечку гайку на 8, и теперь все, друзья, держится просто
так сказать, железно. Ну и посередине под сиденьем сделал я вот такой вот загортач в обе стороны, так как данные диски будут нарезать. Ну, получается, что посередине между парами вот этих вот дисков будет идти такой бугорок земли, скажем так, нетронутый. Многие тоже мне писали про эту, как бы, ну это не проблема, оно как бы расплывется там со временем. Но чтобы красиво садить огороды, нужна вот такая вот какая-то конструкция посередине между дисками. Или цепь там писали мне. Или ну, что-то нужно делать, так как, скажем так, крайние вот эти вот диски. Там уже идет колея трактора, сами грунтозацепы. И все будет как бы притаптываться. Не так оно видно. Вот так вот я его закрутил таким пропеллером под сиденьем. Там будет регулировка, труба в трубе и болтик стопорящий. Как оно будет на практике, все, конечно, будем вам показывать. Из мотоблочной сажалки я снял бункер. Он сюда, кстати, ну прям как, я не знаю, вот просто его сюда... Я знал, что у меня будет эта двухрядная сажалка, и он сюда просто исключительно встает. Просто пока что так положил. Сейчас буду делать крепление, делать цепок, вот. И сами трубки туда под сушник как-то приделаю и покажу вам. В общем, что я придумал. Значит, вот этот высевной механизм пластиковый. Старый бункер. И сделал я вот такой вот сюда переходник. То есть под шланги снизу на две стороны. Вот так вот. На саморезиках будет крепиться он. Вот. Еще покрашу. И сейчас покажу, что в середине. В общем, два выхода. И посередине такая вот ручечка подпружиненная. И заслонка, перегородка. То есть в одну сторону можно закрыть. Или вторую прикрыть. Это для равномерного распределения удобрения. Итак, вот что получилось. Вот такой вот привод. Оттуда поставил натяжитель на вот эту вот сторону. На ведущую, так сказать. Там, где постоянно идет натяжение. Потому что с другой стороны, ну никак. Я думаю, ничего там страшного не будет. Здесь вот так вот получилось. Так вот до бункера приварил кронштейники. Вот такой вот аппарат получился здесь. Влево-вправо еще можно будет регулировать. То есть подачу. Шланг обычный водопроводный. То что для полива. Там вот такие вот сделал. Уши проварил. Закрепил с обоих сторон. Сам бункер для удобрений немножко дошил. Сделал на навесиках такую вот крышку. Вот так вот сюда ложится. В середине ничего там не поменялось. Вот такие два навесика. Здесь ручка регулировки подачи удобрений. Все нормально, удобно тоже. Два кронштейники сюда. Тут вот немножко разогнул вот эту вот часть, чтобы мне было видно, сыпется ли само удобрение. Оно отсюда, от водительского сидения, вот сиденье. И туда, друзья, будет, я думаю, все видно. Ну и давайте подведем итоги кратко, что было сделано по данной картофелесажалке. Первое, подрезал стойку сошника. Подрезал, чтобы подогнуть, так сказать, выровнять вровень оба. Вот, и заварил. Второе, я забыл вам показать. Еще я сделал упорный болт. Вот здесь вот на грунтозацепах. То есть болт упирается прямо в вал. Остался и заводской на вылет, и мой. Теперь колесо грунтозацепа стоит намертво. Дальше сделал втулки. Вот сюда в пружину, чтобы не срезало резьбу на самом штоке об вот эту вот пластину. Теперь все плавненько. По резьбе нигде ничего не достает. Возле кронштейна сидения пришлось мне здесь разрезать обе вот эти вот трубы, сдвинуть их и заварить, так как они были слишком широко приварены, и кронштейн сидения с трудом туда влазил. Дальше приделал такой вот средний уравнитель, загортач, как хотите так и называйте, то есть чтобы нетронутая земля немножко равнялась и не было лишнего вот этого вот бугорка. Ну, для красоты работы. Я не знаю, как он будет работать. Возможно, нужно было его установить вот сюда спереди дисков. То есть, ну, практика покажет. Заменил пальцы качения дисков на более толстые. Теперь зазорчик, ну, совсем небольшой. Вставил в оба бункера вот такие пластины возле чашек, потому как сюда
залазит, получается, картошка. Во-первых, ее зажевывает, а во-вторых, бывает, что по две. Сейчас вроде этой проблемы нету. Внизу бункера, там где вот это вот квадратное отверстие, убрал острые края листового металла, так как тоже там жевала картошку и резала. Сверху добавил такие вот косыночки, чтобы в случае наполнения полностью сверху бункера, чтобы она не вываливалась на бока. И вход в шахту добавил такие вот тоже пластинки, чтобы тоже здесь картошку не резала и не жевала. Вот в этом вот отверстии. Заводские швы я не трогал. Конечно же, они очень страшные, соглашусь со всеми. Это очень огромный минус производителю. Такое чувство, что действительно варили это все какие-то ученики. Отшлифовал болгаркой с лепестковым кругом все торцы ложек вот здесь вот, чтобы не было острых краев. И, друзья, сделал такие вот упоры, то есть приварил гаечки, и теперь получилась такая вот третья точка опоры. Надеюсь, ложечки не будет выгибать. Установил звездочку на ведомом валу транспортеров и, соответственно, весь механизм высева удобрений с вот таким вот бункером. Так, ну вроде бы, друзья, ничего не забыл. На все эти доработки ушло у меня 3 полных дня, то есть с 9 утра до 5 вечера. Я вот сейчас такой вот чумазый, как говорит Руслан с канала Рукастый колхозник. Как есть, так и показываю. В общем, что я, конечно, буду надеяться, что все это дело будет работать. Естественно, все покажу. Будем сажать картофель. У нас уже, наверное, 4-й день. Плюс 15, плюс 17. Смотрю на огород, там уже как бы вот вершок подсыхает. То есть реально скоро будем уже и барановать. Ну и личное мое мнение по поводу этой картофелесажалки, друзья, сделано более-менее. Что-то криво, что-то косо. Лучшего, конечно, желают вот эти вот все сварочные швы. Ну а в целом, в принципе, агрегат такой себе интересный, скажем так. Все мы с вами насмотрелись на популярные сажалки Бомет. Они работают отлично. Вот. Ну а вот таких вот нету, маленьких, к японским тракторам. Так как еще повторю, что для меня лично, на мое мнение, вот тот вот Бомет, ну, слишком большой. В принципе, друзья, на этом все. С вами был Юрий Сербин и мой помощник, сосед Александр Николаевич. Он мне очень много помог, друзья. Всем пока-пока. Увидимся.